Легкий бриз оживляет мой разум, тоскующие глаза смотрят в небо. Там высоко, два ворона в полете. Не знак ли это для меня? Высокий, хранишь ли ты меня? Андреа Майер-Хауген, она же Андреа Небель, она же Небель Хексе, «Туманная ведьма». Автор множества музыкальных проектов, исследовательница язычества, писательница, художница, танцовщица и фотомодель. В 90-х увлечение андеграундом привело ее из родной Северной Германии в Лондон. Она путешествовала по Британии, исследовала местные музыкальные и мистические круги, жила в заброшенных зданиях, выступала в нелегальных клубах, успела побыть жрицей в церкви Лавея и покинуть ее. И именно в Британии произошли некоторые судьбоносные события. А началось все с того, что в начале 90-х Андреа работала в одном оккультном журнале, заодно была моделью, танцовщицей, и тогда о ней узнал Дани из группы Cradle of Filth, и он попросил ее на концерте выйти на сцену в образе доминатрикс, в латексе, высоких сапогах, с хлыстом, и поработить Дани, наказать его, будем считать за то, что он не исполняет истинный блэк метал. Это все было зафиксировано на видео, которого в нашем распоряжении нет, к прискорбию, но сотрудничество с музыкантами пошло несколько дальше BDSM, и Андреа записала несколько вокальных партий на дебютнике группы Cradle of Filth. На одном из совместных концертов Cradle of Filth и Emperor Андреа познакомилась с Самматом, а заодно и с норвежским блэк-металом. Саммат впоследствии стал ее мужем, и фамилию Хауген Андреа взяла от него. В блэк-метал кругах Норвегии происходило возрождение веры предков – Асатру. Андреа с детства увлекалась мистикой прошлого и уважала природу, а в язычестве она нашла себя, и бракосочетание происходило по языческому обряду. Вот как это описывает Дарси Штайнке в журнале Spin. В полночь зимнего солнцестояния Небель Хексе в длинном красном бархатном платье и Саммат в плаще викинга с молотом Тора на шее поднялись на заснеженную вершину недалеко от дома его родителей. Найдя место в окружении 3 деревьев, Саммат надрезал ладонь Небель Хексе ритуальным ножом, а затем она сделала то же с его ладонью. Мы держали их вместе, и наша смешавшаяся кровь падала на белый снег. Они принесли обеты могущественному небесному Отцу и духам леса, а затем обменялись кольцами, на которых были выгравированы норвежские слова «Тор поможет». Андреа была вовлечена в норвежскую блэк-метал сцену. Она помогала с записью альбомов Emperor и Arcturus, а заодно поучаствовала в записи альбома Satyricon Nemesis Divina. Но это все предыстория. Первым же проектом, где Андреа была не гостевой, а полноправной участницей, стал Dark Ambient проект Egast с альбомом Hexerei im Zwielicht der Finsternis 1994 года. Он был создан 2 женщинами. Это, собственно, Андреа под псевдонимом Небель Хексе, «Туманная ведьма», и Таня Стене, Нахт Хексе, «Ночная ведьма», или же кратко Нахт и Небель, «Ночь и туман». Любопытно, что Небель была тогда женой Саммата, как мы уже упоминали, а Нахт была замужем за Фенризом из группы Darkthrone. Музыкальным творчеством она занималась не так много, зато она известна как художница и фотограф, работавшая с Бурцум, Ульвер, Darkthrone, Isengard, Thorns и другими проектами. Слово «Egast» означает «объятый ужасом». Что наиболее впечатляет в этом альбоме – это голос, жуткий и потусторонний. «Услышь души мертвых, они зовут тебя по имени. Среди ночи и тумана ты будешь похоронен». Шепот, исступленные крики и отдаленные завывания, внезапный зловещий смех – то, что нужно слушать в сумерках и тишине. Позже в интервью мурманскому фэнзину «Готик» Андреа рассказывала о смысле этого проекта. Egast предназначен вызывать очень болезненную атмосферу, так как мы поем о подсознательных, внутренне-ментальных ландшафтах, человеческой психике и мрачных сексуальных фантазиях. Egast описывает табу и внутренние страхи нашего общества. Egast остался проектом одного альбома, но Андреа не оставила ни музыку, ни духовные поиски. Мы не зря говорили о язычестве. Для продвижения языческого мировоззрения Андреа создала сообщество Horde of Hagalaz.
было издано 2 выпуска журнала с таким же названием. К сожалению, в моем распоряжении есть лишь выдержки из этих материалов, опубликованные в зине Nordic Vision 1995 года. The Hoard of Hagalaz учит темной германской магии, мифологии и философии, а также силе духа, самореализации, самоконтролю, мудрости и пониманию темной стороны человеческой природы и поведения. The Hoard of Hagalaz вспоминает о ценностях нордического язычества – чести, уважении, гордости, храбрости, честности, разуме, силе и достоинстве. Позже, в 2000 году, Андре опубликовала книгу The Ancient Fires of Midgard – «Древние огни Мидгарда». Это книга о языческом недогматическом миропонимании, взаимоотношении язычества и христианства, о рунах, богах, традициях, ритуалах, о современном обществе и о том, как в нем проявляется языческое прошлое. Особое внимание в книге Андре уделяет роли женщины, и эти рассуждения далеки от современной повестки борцов за социальную справедливость, от противоборства полов или игнорирования их различий. Вместо этого Андре ищет гармонию и показывает, как те или иные черты личности и модели поведения находят отражение в образах германских богов и богинь. Андре сравнивает процесс творения человека в авраамических религиях и германской мифологии. Если в христианстве Ева была создана из ребра Адама, то первые мужчина и женщина в германской мифологии были сотворены одновременно из 2 деревьев – ясеня и вяза. Кроме того, Андре упоминает показательную историю Лилит, первой женщины и жены Адама, о которой рассказывается в еврейской мифологии. Лилит поставила под сомнение свое подчиненное положение по отношению к Адаму, а также посчитала себя не только Божьим творением, но и самостоятельным творцом. Таким образом, она совершила своего рода люциферианское восстание против Бога и была демонизирована. Так что же сказать о музыке? Первым после Эгast был создан проект, имя которому Hagalaz Rune Dance – рунический танец Hagalaz. Hagalaz – это руна, которая обозначает град. На более глубоком уровне она также представляет таинственную сторону женственности и таким образом связана с Хель и нижним миром Севера, подсознательным. Это руна Вельвы, провидицы и ведьмы Севера, которая изучает неизведанное в странствиях духа, чтобы принести в наш мир мудрость. Таким образом, для меня Hagalaz Rune Dance представляет собой танец между мирами. В 1996 году был выпущен первый сингл When the Trees Were Silenced, а через 2 года первый полноформатник The Winds That Sang of Midgard's Fate. Часть фотографий из оформления этих релизов были сделаны Таней Стене. В качестве жанровой основы проекта Андре выбрала фолк, хотя она продолжала взаимодействие с блэк-металлистами и уже заработала определенную популярность у любителей этого стиля, о чем можно судить по интервью для Gothic. Ты можешь писать мне и перечислять все свои любимые блэк-метал банды и так далее, но имей, пожалуйста, в виду, что это не произведет на меня впечатления. Меня также не возбуждают письма, измазанные кровью. Мне не интересно слышать, насколько вы злы или насколько злой вы считаете меня. Я не злая или добрая. Это термины христиан, а я не из их числа. Я язычник и таким образом верю в баланс и гармонию между силами природы. В основе альбома традиционный акустический фолк, при этом песни разнообразны, и скучным альбом не назвать. На записи отметились гостевые музыканты, хор из Телемарка, а некоторые партии скрипки, контрабаса и барабанов исполнил Самет. Используют различные виды барабанов и бубнов. В музыке то и дело появляются ритуалистические, шаманские элементы, и сам голос Андре сильный и экспрессивный. Надо понимать, что эта музыка больше, чем просто музыка. Это искусство, неразрывно связанное с образом жизни автора. Нечто сильное и мистическое, форма языческой практики. Недаром музыка и поэзия наделялись в древности сверхъестественными свойствами. Стоит вспомнить историю Вильямана, который освободил свою возлюбленную Манхельд от тролля с помощью музыки, или известный в Европе сюжет о юноше, сделавшем арфу со струнами из волос своей невесты, убитой ее сестрой, и погубившим злодейку своей музыкой. Стоит особо отметить композицию под названием «Сейд». Сейд – вид магии, северный шаманизм, практикуемый, как правило, женщинами, а самой искусной в Сейде считается богиня Фрейя. Это единственная композиция без слов, но они здесь и не нужны. Почти все тексты песен на английском языке. Проект ставил целью возрождения северной традиции, да и в целом языческой традиции в разных странах, и поэтому было важно, чтобы не только германоязычные слушатели могли воспринять содержание песен. К тому же, прожив долгое время в Великобритании, Андреа прекрасно освоила этот язык, и ее лирика очень поэтична. Лишь одна песня альбома написана на родном для Андреа немецком.
Это Das Fest der Wintersonne, праздник зимнего солнца, посвященное празднованию Йоля, самой длинной ночи в году, с которой начинается движение к весне. Глубочайшей зимой, одинокой ночью, солнце вернется, проснется Бальдер. Другие песни тоже затрагивают языческие сюжеты. When the trees were silenced, когда заставили замолчать деревья, о том, как во время христианизации рубили священные деревья язычников, чтобы деморализовать их и выкорчевать их традиции. Дети Игдрасиля падали, окровавленные листья увядали, никого не осталось, чтобы рассказать легенды о богах. В песне «The Home That I Will Never See» «Дом, который я никогда не увижу» лирическая героиня тоскует о прошлом мире, чувствуя себя не в своем времени. На месте моей деревни у Синего моря теперь уродливый завод. Отчего моя судьба оказаться здесь на 1000 лет позже? A Tale of Fate, Folkwang Awaits, сказка о судьбе. Трогательная история о погибшем викинге и его возлюбленной, которая покончила с собой, чтобы воссоединиться с ним в Фолькванге, где правит богиня любви и войны Фрейя. В 1999 году выпущен EP Урт That Which Was, Урт – то, что было. Название отсылает к Норне Урт, олицетворяющей прошлое. Песня Wake Skadi – это жизнеутверждающий призыв к Скади, богине зимы и охоты. Скади – Йотун, инеистая великанша, обитательница заснеженных гор, одинокая охотница, одетая в мех, лыжница, сопровождаемая волками, отважная и решительная, при этом не лишенная романтических устремлений. Андреа рассматривала ее как свою покровительницу. Инструментальная композиция «Урт That Which Was» красива и меланхолична. Также диск содержит 3 ремикса песен, один из которых выполнен участниками группы Ulver. Вслед за этим EP выходит альбом Volven «Вельва». На его обложке рунический камень из Швеции, изображающий легенду о Сигурде. Альбом стал звучать более зрело и разнообразно и стал первым, которым Андреа была довольна на 100%. Используется большое количество скандинавских и кельтских инструментов, характерных для фолка. Флейты, норвежская волынка, шарманка, арфа, такие предшественницы скрипки, как фидель и никельхарпа, она же стрикелира, и другие. Здесь мы видим издание альбома и предшествующего EP на одном диске. Кроме лирики, буклет содержит краткое пояснение к некоторым песням и используемым музыкальным инструментам. А вот как Андреа характеризует тематику альбома. Речь идет о моем личном взгляде на аспекты Одина, Seeker Divine, и о старой мудрой женщине, Вольвен, во мне самой. Есть и личные тексты, такие как On Wings of Rapture и Alva, или речь идет о белых лошадях из кельтской и германской мифологии, Dreaming Wild White Horses, что дошли до нас в фольклоре и изначально переносили души между подземным миром и миром живых. Песни — это образы, которые также скрывают послания для современного общества. A World in My Eyes в очень личной, депрессивной и в то же время гневной манере рассказывает о преступлениях человечества, религиозном фанатизме, пытках, войнах, жестокости по отношению к животным и равнодушии людей. Третий альбом проекта, Frigga's Web, вышел в 2002 году. Альбом посвящен памяти Андерса Хувде, молодого фолк-музыканта, принимавшего участие в записи предыдущего альбома и умершего от рака. Этот альбом фокусируется на переплетениях нитей судьбы, мистике жизни и смерти, затрагивает образы богини Фригг, знающей все судьбы, но молчащей о них, и Хель, мрачной богини подземного мира. Я приветствую королеву подземного мира в ледовом зале, где зеркала отражают мою душу. Она замораживает мои слезы, забирает все страхи. 2 стороны у ее лица, ее когти пронзают или обнимают. Ее тень рядом с тобой, помни о ней и осознай жизнь. Невидимая спутница ждет, чтобы запечатать нашу судьбу.
Темы судьбы и смерти отражены в таких песнях, как Frigga's Web, Labyrinth, Where the Lonely Souls Go и в полной скорби и гнева песня Little Light, Маленький огонек, о нелюбимых детях, которые подвергаются издевательствам и насилию. О маленький огонек, маленькое мертвое дитя, они погасили твое пламя. Где ты сейчас? Нашел ли ты любовь? Покинула ли твоя душа одинокую могилу? В альбоме есть и личные мотивы. Песня Albion Autumn, Осень Альбиона, о тоске по Англии. Soul of a Hound, Душа гончей, посвящена Аркейн, умершей незадолго до записи альбома собаке и верному другу Андреа. Этот альбом стал последним для проекта. В то время Андреа столкнулась с некоторыми противоречиями. Вот что она рассказывает в интервью Ave Noctum. «Я хотела просвещать людей, вдохновлять их свободно мыслить и дать им понять, что мы по праву рождения можем практиковать нашу собственную культуру. Я никогда не говорила: «Эй, давайте исповедовать старую северную языческую религию, жить в лесах, носить одежду викингов, пить мед, перестать думать и ограничить себя лишь этой религией». Но это именно то, что произошло за последние годы. Сейчас все больше и больше людей принимают германскую религию и практикуют ее как обычную рестриктивную религию, что, на мой взгляд, пугает и не сильно отличается от христианства как такового. Так что мне пора было перейти к другим эзотерическим областям. Были и другие причины. Стилистика Hagelas Runedance несколько ограничивала Андреа и в музыкальном, и в лирическом плане, тогда как источники вдохновения для нее были разнообразны. Это и проекты и исполнители, связанные с фолком, Хеднингарна, Ларина Маккеннет, Dead Can Dance, готические и постпанковые группы, такие как The Cure и Sisters of Mercy, Dark Wave и Industrial, Project Pitchfork, Front 242, неофолк группы Death and June, Current 93, Coil, металлические группы, такие как Battery, особенно викинг периода, Halloween, Blind Guardian и даже поп-музыка 80-х. Будучи исследователем и экспериментатором в искусстве, Андреа хотела выражать свои мысли и ощущения, не ограничиваясь рамками какого-либо жанра, а также сочетать свою музыку с другими элементами искусства – фотографиями, рисунками, картинами, которые бы передавали дух песен. И тогда она создает проект Nebelhexe. Возродив свой старый псевдоним времен Эгаст, Андреа нашла в нем новый смысл, когда узнала о виде совы Strix nebulosa, с латинского «туманная сова». Словом «стрикс» римляне также обозначали ведьм. Их называли также совоподобными женщинами. К слову, и вышеупомянутая Лилит ассоциируется с совой. Она часто изображается в компании этой птицы или даже с совиными ногами. В Германии же эту сову называли «туманная ведьма», а по-немецки «Nebelhexe». Это неясыть светлого окраса, а Андреа всегда чувствовала связь с белыми птицами, воронами, воронами и совами, которые, по поверьям, связаны с потусторонним миром. Первый альбом нового проекта назван Lagus Within the Lake. Лагус – это руна, связанная с водой, и, подобно течению реки, она приносит обновление, которое и воплощает собой новый проект. Первый альбом, однако, имеет много общего с Hagelas Runedance. В большинстве песен есть все та же аутентичная языческая атмосфера. Однако на передний план вышли элементы готики, дарквейва, индастриала и местами жесткие электрогитары, из-за которых музыку Nebelhexe иногда относят к фолк-метал и готик-метал, хотя это, по нашему мнению, перебор. Есть ремикс на песню Raven Knight, а также кавер на песню британской певицы Лены Лович Bird Song. В буклете альбома множество разных артов, большую их часть создала Андреа. Также было снято видео на песню Wake to Wither. Песни, по словам Андреа, вдохновлены ее воспоминаниями из детства, странным оккультным опытом, темными улицами Лондона, причудливыми снами, потерянной любовью, пережитым плохим опытом, детскими страхами и смертью друзей. Андреа также рассматривала свое искусство как форму терапии, средство коммуникации с собой и работы над своей личностью. Из интервью. Думаю, мои любимые песни Totems, My Visual World и Touch of Morpheus. Totems – это видение волков, замаскированных под угрюмых людей, странствующих, преследующих меня, ищущих меня. Образы других миров и разлагающегося города. My Visual World – это обо мне. Прогулки по бесконечным улицам, наблюдение и поиск.
Touch of Morpheus – это декадентское видение, опиум, абсент, бог сна Морфей. В дальнейшем творчестве становилось все меньше фолка, но он никогда не исчезал полностью. Звучание альбома Essential 2006 года более легкое, часто напоминающее об инди-поп-музыке. Essential – это сущность чувственности, попытка выразить скрытые чувства и стороны психики. Тексты стали более сложными и образными, зачастую не с таким очевидным смыслом. Сама Андреа не очень приветствовала толкование своих текстов, предпочитая, чтобы люди находили в них собственные образы и эмоции. Так что прислушаемся и не будем задаваться школьными вопросами в духе «А что же хотел сказать автор в этом произведении?», если только это не пояснено самим автором. Пусть те, кому нужно, вынесут из этих песен что-то для себя. Отметим лишь фразу из буклета «Мне интересно, рождаются ли стремления из одиночества? Борьба за лучшие дни из этой пустоты? Является ли искусство выражением глубоких потаенных чувств, способом передать от одной души к другой? Ты не одинока». На песню Underworld был снят клип. Приведем цитату Андреа об идее видео и песни. «Наружное – это фасад, и никто не знает, что скрывается внутри человека. В видео я наблюдатель, идущий сквозь уродливые, холодные и большие старые фабричные помещения, мимо скованных и избитых людей, которые олицетворяют пятна, шрамы и цепи, что удерживают нас в повседневной жизни. Песня также об образе вампиров, моей внутренней натуры, внутреннего волка, которого мне приходится часто прятать, когда я занята повседневными делами. Иногда я вынуждена посещать общественные мероприятия, мило улыбаться и говорить глупости, когда на самом деле я просто хочу кричать: «Черт возьми, я хочу убраться отсюда». Следующий альбом 2009 года «Dead Waters» «Мертвые воды» — это вновь отсылка к природным образам, но они метафоричны и больше о внутренней природе человека. Из интервью Ave Noctum. «Меня явно очень тянет к морю. Я предпочитаю жить в деревне с животными, но всегда езжу в города. В моих словах много магии и сюрреализма, потому что это меня окружает. Но многие из моих фраз также довольно урбанистичны и современны, поскольку я описываю грязные улицы или пустые комнаты, опять же часто как метафоры для чувств. Этот альбом с его мрачным звучанием стал завершением проекта Nebel Hexe. Тем временем Андреа нашла новый источник вдохновения, связанный с кино, и этому способствовало ее знакомство с Дэвидом Линчем. Ей хотелось создать нечто, что могло бы стать саундтреком к мистическим фильмам и хоррорам. Проект получил название Aghast Manor и в некоторой степени был реинкарнацией Aghast, но уже в современной трактовке. На первом альбоме Gaslights 2011 года первая же композиция Playtime с ее гулом и шепотом навевает мысли об Aghast. Впрочем, другие композиции с элементами Dark Electro, Industrial, неоклассики и даже Dark Cabaret напоминают о проекте предшественники намного меньше. Они создают атмосферу старых замков с привидениями, заброшенных психиатрических лечебниц, скрывающих мрачные тайны церквей и монастырей. Немалое вдохновение Андреа нашла в ранних альбомах Dead Can Dance, а последняя композиция Suck My Jane написана Трэвисом Райаном из дэт-метал группы Cattle Decapitation.
Вторым альбомом Aghast Manor стал Penetrate 2013 года. Закрой глаза, позволь мне проникнуть в твое сознание, дать тебе ласковые слова, что инфицируют твою душу. Андреа продолжает исследовать мрачные лабиринты сознания, продолжая стилистику Gaslights. Я не люблю банальные хорроры, которые хотят лишь шокировать зрителя ужасом, сексом и безвкусным насилием. За ними в итоге нет более глубокого смысла, и я нахожу подобные вещи отталкивающими. Для меня это не искусство. Мне нравятся психологические триллеры и сверхъестественные жуткие концепции, основанные на наших первобытных страхах перед угрожающей темнотой, которые были у всех нас в детстве, наших страхах перед ходячими мертвецами, перед человеческим безумием, заговорами против нас, перед неизвестными сущностями, которые придут убить нас. Страхи, которые есть у всех, и вопрос, возможно ли это, есть ли другой параллельный мир, который может нам угрожать. Your eyes, let me penetrate your mind, let me give you sweeter words. Отдельное место в дискографии Андреа занимает релиз 2011 года Dark Side of Dreaming – «Темная сторона сновидений». Также называется книга, которую Андреа опубликовала в 2009 году, и некоторые стихи и фрагменты были изданы на аудио-CD, где Андреа декламирует их под ambient. Этот релиз я бы назвал не столько мрачным, сколько задумчивым, где автор пытается прочувствовать, ухватить и запечатлеть сновидения, понять их природу и значение, осмыслить испытанный в них новый опыт. Иногда я отправляюсь в действительно плохие места, и пробуждение может быть блаженством. Чувство сильнейшего страха, скорби и отчаяния преследуют меня. Жуткие видения и зрелища. И я бегу и бегу, часто не зная от чего. И я дерусь, и убиваю, и кричу. При всем этом сновидении – это мир настоящей свободы, которая может вознести до неба на крыльях восторга и погрузить в пучину самых страшных кошмаров. In my dreams, I'm free. In my dreams I'm free. I'm everywhere. And my life just being my dream. Late, early morning time, it's my own time. When I walk the empty streets and listen to the night. She knows the house, forgotten by time. A place so silent and still, with velvet curtains so red. После перечисленных проектов Андреа уже не занималась музыкой, ну или, по крайней мере, не публиковала ее. Она удалила аккаунты в социальных сетях и в целом вела непубличный образ жизни. Жила она в Конгсберге. Это городок на юге Норвегии с населением около 25 тысяч человек. И он так бы и остался нам неизвестен, но в октябре 2021 года некий человек совершил там убийство нескольких людей из лука. Основной причиной этого деяния стало, скорее всего, расстройство психики. Убийца также, при том, что он был датско-норвежского происхождения, принял ислам. Но об этом упоминать не будем. В конце концов, всякое может произойти с человеком, если он помешался. Жертвами стали 5 человек, и Андреа тоже оказалась в их числе. Смерть трагическая, абсолютно нелепая, и можно даже при желании найти мистику в том, что женщина, которая существенную часть своей жизни и творчества связала с прошлым, и даже написала песню о том, что пришла в этот мир с опозданием на 1000 лет, погибла именно так, как погибали ее предки 1000 лет назад, от стрелы и наверца. Утешает лишь то, что эта смерть, если смотреть на нее с позиции германского язычества, безусловно почетна. И, кстати, о росте преступности в современном мире и о таких людях, как убийца из Конгсберга, в журнале Horde of Hagalaz также было написано. К сожалению, после трагедии многими личность Андреа была показана однобоко. Чаще всего акцентировали внимание на связи с Emperor и Cradle of Filth, возможно, от неосведомленности или от желания привлечь внимание громкими именами black metal сцены, но нужно понимать, что наибольшего Андреа достигла не где-нибудь на вторых ролях, а в личном творчестве, в музыкальном и не только. Сейчас на слуху разные Nordic folk проекты, такие как Вардруна, Хайлунг, Данхайм, и их стилистика отчасти предвосхищена в таких композициях, как Said и The Dawning. Андреа, конечно, не рассматривал свое искусство как что-то, что должно обязательно нравиться людям, потакать чувствам масс.
так что и широкой популярности ее проекты обрести не могли. Она уважала лишь тех творцов, которые вкладывали душу в свое творчество. Она, без сомнения, закрывала свои проекты, если считала, что они исчерпаны, и ушла с музыкальной сцены, когда пришла к мнению, что все необходимое уже сказано. Андреа шла своей дорогой, исследовала, экспериментировала, и ни окружение, ни тусовка определяла ее интересы, а напротив, она выбирала свое окружение согласно своим устремлениям. И где бы она ни была, среди готов или блэкарей, среди последователей Асатру или Нью-Эйджа, она оставалась верной себе, не будучи ни лидером, ни ведомой, везде, правда, немного чужая, но такова цена для того, кто, как она говорила, хочет не следовать пути, а прокладывать собственный. Теперь ее путь лежит вне нашего мира, а мы остаемся тут с непростыми мыслями. Рагнарёк близок. Тысячи лет верующие предсказывали конец света, Рагнарёк, Армагеддон, всадники апокалипсиса. Если ничто не изменит ситуацию, нам выпадет несчастье или счастье испытать это, и причиной на то будет не воля богов или природные катаклизмы, а человеческая глупость и невежество. Андреа Майерхауген, к сожалению, стала одной из потерь прошедшего года. Но ее творчество с нами остается. Так что будем помнить ее и помнить следующее. Гибнут стада, родня умирает, и смертен ты сам. Но знаю одно, что вечно бессмертно — умершего слава.